Едем дальше, друзья. В России много так называемых паломнических мест. Это святые места, это обители, монастыри, места, отдаленные от городской суеты, которые сохраняют в себе живую частичку русской души и истории. И в разные времена эти обители, они переживали и непростые, в том числе, периоды, но сегодня духовная жизнь в России возрождается, и эти древние уединенные места начинают оживать, начинают возрождаться и притягивать к себе людей, ищущих ответы на главные вопросы. Это остров Каневец. Расположен он на Ладожском озере. У него очень интересная история. И, кстати, любой желающий может там побывать, остановиться в гостинице для паломников, сходить на службу, погулять по острову, увидеть невероятные закаты. В общем, оторваться от мирской суеты. Иногда это полезно, знаете ли, а иногда это, кстати, жизненно необходимо. Что важно, на острове есть вся необходимая инфраструктура для размещения. Есть хороший новый пирс, куда приходят огромные круизные лайнеры. Есть маленький пирс для более мелких судов и катеров. Есть гостиница, есть кафе, то есть все для комфортного проживания. Ну и самое главное, зачем люди едут на Каневец, это храмы и святыни. Храмы сегодня тоже полностью отреставрированы. Вся церковная история представлена в этих росписях. Кстати, есть экскурсии, есть большой музей на территории, где представлены какие-то старинные предметы быта. В общем, знаете, это такое живое прикосновение к нашей русской истории, очень познавательное, очень интересное. В глубине леса, и туда тоже можно пройти, есть часовня, расположенная на огромном камне. Все это открыто для посещения. Кстати, сегодня монастырь нуждается в трудниках. Это такие люди, которые могут приехать, пожить бесплатно в монастыре, но за это потрудиться. Поэтому, если у кого-то есть желание вырваться или отдохнуть от мирской суеты и побыть немного в уединении, может быть, восстановить какие-то душевные и приобрести духовные силы, то вы можете позвонить в паломническую службу, я оставлю контакты в описании. Проживание и питание для трудников, разумеется, бесплатное, но надо будет помогать по хозяйству. Это тоже такое довольно интересное и полезное занятие. Летом, например, это косить траву, ухаживать за огородом, помогать на трапезной и так далее. Зимой тоже много дел, чистка снега, дрова, помогать в гостиницах, на прачечной. Короче, забот много, а людей мало. Поэтому, друзья, если у кого-то есть желание, дерзайте. Это очень хорошее, тихое и светлое место, где обязательно надо побывать.